Лето. Время, когда воздух пахнет травой, а в каждом луче солнца вкус детства. Помните, как бабушка звала нас с улицы? Руки в муке, на печи пекутся лепешки, румяные, горячие, с сыром, с картошкой. Мы прибегали босиком, уставшие, счастливые, садились за стол. И было так здорово, что мне сегодня захотелось приготовить именно такие лепешки. Полный список всех ингредиентов вы найдете в описании под этим видео. А приготовление мы начнем с начинки. Для этого нам понадобится килограмм картофеля. Отвариваем его в мундире до готовности. Пока варится картошка, мы приготовим тесто. 300 грамм кефира. Смешиваем с чайной ложкой соды. Добавляем соль, чайную ложку сахара. И все перемешиваем. Также добавляем яйцо. Теперь частями добавляем пшеничную муку. Каждый раз размешивайте для того, чтобы не было комочков. Добавляем 20 мл растительного масла и снова все перемешиваем. Муки нам понадобится примерно 400-450 грамм. Смотрите на консистенцию теста, чтобы оно было плотное, но в то же время не резиновое. Теперь вымешиваем тесто на рабочей поверхности. В среднем на замешивание теста у вас уйдет около 5-7 минут. Накрываем тесто полотенцем и даем ему отдохнуть 20 минут. А знаете, почему хочется эти лепешки именно летом? Потому что летом все настоящее, и вкус, и запах, и память. Поэтому хичины – это не просто еда, это возвращение в детство. А наша картошка уже отварилась. Теперь необходимо почистить ее. Можно слегка остудить, конечно. И после этого с легкостью очищаем кожуру. Теперь берем толкушку и разминаем картошку. Блендер использовать не нужно. Такой толкушки вполне достаточно. У меня картошка еще горячая, поэтому работаю осторожно. Добавляем соль, сливочное масло. И так как картошка у меня горячая, масло с легкостью тает. Перемешиваем все до однородности. Теперь добавляем сыр. Сыр можете использовать любой, который вам нравится. Голландский, маасдам или абсолютно любой. Кстати, вместо сыра можно добавить творог.
Тоже получится очень вкусно. Перемешиваем все для того, чтобы начинка у нас была однородная. Также в эту начинку я буду добавлять свежий зеленый лук. Если у вас нет свежего лука, можете взять сушеный, тоже будет очень вкусно. Так как у меня была горячая картошка, то сыр уже успел расплавиться. Вот такая красота получается. Добавляем черный молотый перец. По желанию перец можно не добавлять. И все, наша начинка готова. И тесто тоже подошло. Посмотрите, какое оно красивое. Несмотря на то, что мы не добавляли дрожжи, тесту нужно было отдохнуть для того, чтобы оно было мягкое и податливое. Всего у нас получится 8 лепешек, поэтому тесто делим на 8 равных частей по количеству лепешек. И начинается самый трудоемкий процесс. Нам нужно будет раскатать каждую часть лепешки в шарик. Можете сразу скатать 8 шариков, убрать на тарелку, накрыть полотенцем или пищевой пленкой для того, чтобы каждый шарик дождался своей очереди. Если какая-то лепешка получится больше или меньше, можете самостоятельно регулировать ее размер. Итак, приступаем к формированию первой лепешки. Раскатываем наш шарик примерно толщиной 2-3 мм. Выкладываем столовую, дно ложку начинки. Можно добавить чуть больше, но старайтесь добавлять не сильно много, для того, чтобы впоследствии наша лепешка не лопнула. Формируем вот такое вот основание нашей лепешки. И теперь переворачиваем срезом вниз и будем раскатывать. Старайтесь делать осторожно, чтобы лепешка не порвалась. Но если порвется, в этом тоже нет ничего страшного. Просто при выпекании на сковородке она не будет надуваться. Но на вкус это особо не повлияет. Вот такая красота получается. Жарим все лепешки на сухой сковороде. Смазывать маслом не нужно. Выпекаем на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Как видите, если лепешка не порвалась при раскатывании, то она вот так вот интересно надуется. После того, как мы обжарили лепешки, смазываем каждую лепешку сливочным маслом. Так она получится еще сочнее. И делаем все то же самое с каждой лепешкой.
Вот и все. Лепешки готовы, горячие, ароматные, с тянущимся сыром, такие, что хочется есть руками прямо с пылу с жару. А если у вас, как и у меня, в голове всплыли летние дворы, бабушкины руки, запах свежей лепешки, напишите об этом в комментариях. А может, у вас есть свои семейные рецепты, делитесь, я обязательно все прочитаю и, возможно, какой-то рецепт приготовлю и сниму на этот рецепт видео. Подписывайтесь, если вам по душе такая кухня, такая атмосфера и такие воспоминания. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока.